Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в Лиепае, это город в Латвии, город небольшой, 70 тысяч. Основу города раньше, его всего промышленного производства, в период Советского Союза был металлургический завод, огромные здесь вот корпуса, это можно все увидеть. Сейчас, конечно, этот завод умер, но я хотел бы обратить внимание на одну такую деталь, что этот завод прекратил существование не с распада Советского Союза. Еще 5 лет назад здесь шло активное производство. Сейчас довольно холодно в Лиепае, около минус 13, минус 14 градусов. И люди, в принципе, работали в таких условиях. Поэтому мы должны понимать и осознавать, что такое индустриальное производство и что такое движение в постиндустриальное производство. Вот это вот мы видим главный плавильный цех металлургического завода в городе Лиепая. Это те условия, в которых работали люди, латыши 5 лет назад. Ну вот это вот у нас сейчас мы видим типично то, что стало на месте вот этих индустриальных производств. И те люди, которые раньше работали на металлургическом заводе в Лиепае, они перешли работать в совершенно других условиях. Раньше же это был цех не старого, фактически советского предприятия. Когда пришла компания, которая начала производить лифты для Амазона, совершенно другие условия работы. Конечно, запахов. Здесь нету фактически запахов никаких. Нету шумов. Мы вот сейчас разговариваем с вами, да, и абсолютно тихо, абсолютно, значит, условия работы нормальные. До этого мы видели с вами, работали инженеры, правильно? Да, здесь работают рабочие. То есть люди, которые, ну, традиционно в наших условиях работают не очень в приятной атмосфере. Вы же говорите по-русски, да, потому что работали на фактически металлургическом комбинате советского типа, старый, который еще в период Советского Союза был построен. 80-го года. И где лучше, вот как если сравнить условия труда, которые там были и здесь? Но это несравнимое. То, что было в 80-е годы, когда я 17-летним парнем пришел в цех, мне казалось космос, станки и все остальное. Но со временем все устарело, и сравнить, что вот сейчас мы делаем и производим, это, ну, как бы несравнимо. Мне, наверное, легче всего оценить то, что как было в то время. Я прошел между такими периодами, что было в советское время, и потом сейчас попасть в вот такое прекрасное производство, и где все есть, только приходи и работай. Мы видим пример того, как прямо рядом с старым производством, металлургическим комбинатом, возникает новое производство. И люди фактически перешли, что они работали там, теперь перешли здесь. Сколько? 200-300 метров. То есть фактически рядом буквально со старой инфраструктурой формируется совершенно новая инфраструктура. Такие заводы будет, этот весь старый территория металлургического завода будет вот такие светлые помещения, такое производство, совсем другое, не так, как было. Ну, мы видим уже. Лиепая уже работает с 2003 года, то есть уже 17 лет уже. Начинали наше производство с тем, что мы арендовали помещение здесь в бизнес-центре в Лиепае. И тогда у нас постепенно показались первые какие-то заказы, передвигали со Швеции, со Дании. Сначала все обучили, показали, как это делать, привезли станков, и мы понемножку выучили технологию. Ну и вот сейчас уже, как выросли, сейчас уже никто ничего не пересылает, мы просто сами получаем заказов, получаем чертежи. Наш технический департамент уже сам все планирует, проектирует, изготавливает все эти продукты. И сами производство, машины, все делает, чтобы произвести продукт. У вас рабочие, да, здесь отдыхают, насколько я понимаю, да? То есть включено в состав производственного процесса, у вас можно поиграть в теннис, разгрузиться, да?
Вопрос, можно вот почему вы вот это вот ставите, это же производство реальное, вы делаете пружины и ставите вот людям такие вещи, как теннисные столы. Для своих работников только то самое лучшее, чтобы они чувствовали здесь как дома и хотели работать, и им было приятно, и есть возможность как-то подвигаться после какого-то монотонного работы, что он там пружины делал, здесь он может 10 минут отдыхать со своим коллегам или как поиграть. Это немножко, ну да, чтобы передумать. Переключиться. Переключиться, да. А то всегда на что-то будешь сидеть и дальше и ждать, пока перерыв закончится. Тогда они идут сюда. И у нас есть баскетбол сзади. Там они, когда теплая погода, они там играют в баскетбол. То есть реально баскетбольная площадка, да? Это у вас что это такое? Оно как космическое. Написано Бодор лазер, да? Что это делает лазер? Это лазерная резка, лазерная машина, которая режет детали из металла. То есть именно она из самых последних инвестиций в наше производство, получили только в прошлом году. Купили, да, чтобы изготовить разного вида деталей, которые не надо специально штамповочный пресс-формы изготавливать, но можем резать с машиной с плоского листа. Это не секрет, можно там посмотреть, да, как это резать? Конечно. Да, вон посмотрите, как интересно это все происходит, как режет лазер. И каждый из нас поставил свой стол там, где он хочет сидеть в будущем. То есть вы не приглашали дизайнеров специальных, которые бы расставляли? Нет, скажем так, единственный был вопрос такой, что я сказал, нельзя прямо. Должно быть как хаотически так. Что-то более-менее прямо получилось, но большинство каждый повернул как-нибудь, чтобы именно для того, чтобы не сидеть как в клетке. Что вот все как поправил, но у нас так не хочется. А почему вы как директор, у вас нет отдельного кабинета? Ведь традиционно же принято, что директора не сидят в отдельном кабинете с секретарем, сотрудники в других помещениях. Нет, мне так не нравится. А вам нравится быть с людьми? Я слышу, что они делают. Я работаю сам здесь. Это мой стол самый, да, неприятный. Люди в небольших и средних городах в Беларуси смогут действительно убедиться и увидеть, как это все может быть. Когда умерло какое-то старое производство, вы очень сильно переживали по этому поводу. Да, я знаю, что это была чуть ли не трагедия для Лиепая. Думали, что что теперь мы будем делать? А вот оказывается, что можно делать. И сегодня ведь на самом деле капитал и инвестиции приходят под людей прежде всего. Да? Если есть люди трудолюбивые, способные, креативные, предприимчивые, дисциплинированные, то в конце концов это все и определяет.